Привет! Хотел бы вам сегодня поделиться своим отзывом на велосипед DYU D3F. Это мой первый обзор, надеюсь, не последний, но будет много склеек велосипед. Из-за его размера может быть много вопросов. Когда я пытался найти информацию, для кого он больше подойдет, для меня или для моей жены, я понимал, что он подойдет, скорее всего, больше для моей жены, но все-таки мне хотелось его попробовать. Так вот, для меня он не подходит сразу. Но подождите, есть вариант. Мне кажется, что велосипед максимум в том виде, в котором он идет с завода, для человека роста максимум 170 сантиметров, потому что для более высокого человека он уж очень низкий. Даже на самом деле для 170, ну так, жена пыталась на нем проехать, она как раз такого роста, и было не очень удобно. Но если ваш рост немного меньше, то я думаю, проблем не будет точно. Ну, я нашел этому совсем недорогое решение, каких-то 25 долларов, думаю, добавил просто руль на 5 сантиметров выше, который, вот. Ну и трубу на 30 сантиметров длиной я добавил, поставил 40, и в принципе даже я могу на нем ездить. Конечно, очень не спеша, прогулочным темпом или на ручке газа, и тогда, в принципе, вполне нормально. Если, конечно, вы планируете именно крутить педали и ехать, пытаться очень быстро на этом велосипеде, то этот велосипед вам не подойдет. Когда вы пытаетесь крутить педали очень быстро, вы крутите их как будто бы в воздух, поэтому ну, как бы нет тут обратной связи с колесом, и кажется, что вы просто крутите его в никуда. Ну, поэтому это такое 50 на 50 решение. Решать вам. Эти педали, в принципе, в самом начале вы чувствуете связь с колесом, но когда вы набираете максимальную скорость, вы уже крутите эти педали просто как будто бы в воздух и просто едете и крутите. И поэтому, если вы высокого роста, вам это делать не очень удобно. Хотя на небольшой скорости для прогулок вполне подойдет. Если вы будете ехать просто крутя ручку, как на самокате, то тоже как бы без проблем подойдет вам такое решение. Когда я ехал на велосипеде и крутил педали, не напрягаясь, я ехал со скоростью где-то 16-17 километров. Не напрягаясь, я имею в виду не спеша. Вот. Но если крутить их очень быстро, то ну, максимум 19 у меня получилось ехать. Я писал про продавцу, но он сказал, что это для моего веса 85 килограмм, это вполне оптимальная скорость, больше он вряд ли поедет. Хотя заявлено 25, но я думаю, что если вы везете килограмм 60, то, наверное, поедет он быстрее. Ну, с горки он у меня на ручке газа разгонялся до 23 километров, так что, ну, может быть. Конечно, езды, я думаю, самое то, особенно для людей, которые не гонятся за скоростью, а просто хотят ненапряжно где-то там добираться из пункта А в пункт Б. На ручке газа 19 километров он меня вез, я думаю, без проблем. 35-45 километров только на ручке газа, если вы можете проехать, а 40-60 километров помогая педалями. Ну, возможно, если вы будете ехать спокойно, то, может быть, действительно столько проедете. Я проехал на нем за один раз 13 километров, потом мои ноги просто сдались, и я решил отдохнуть. Но за вот 13 километров с полного заряда батареи одно деление упало из 4, так что, ну, я думаю, что достаточно неплохая эта батарейка, и можно ездить. Батарейка 10 ампер. Думаю, на каких-то 30-40 километров действительно должно хватить велосипеда, тем более, если вы вдруг весите килограмм 70, то это, а девушки, они обычно не такие тяжелые, то это просто идеальный вариант, и он действительно должен проехать эти километры. Я ростом 183 сантиметра поднял, добавил 10 сантиметров к седлу, к этой трубе. Вот я ее максимально достаю. И здесь такой зажимчик. И вот как я на нем выгляжу. Посмотрим. Ну, в принципе, даже нога почти разгибается. Но просто, что когда я кручу эти педали, они оказываются у меня достаточно высоко. Ну, ехать не очень удобно, но на самом деле, видите, 183 сантиметра, а ехать можно. А если ехать в режиме только электрическом, действительно, это классное решение за небольшие деньги. Всего лишь там чуть больше 300 долларов и 350, наверное, где-то он стоил. И супер тема. Выглядит человек ростом 183 сантиметра, но с дополнительными 10 сантиметрами. Если я опущу сиденье
столько, как оно было в стоке. Что примерно так. А здесь уже, ну, так скажем. Руль тоже поднял на 5 сантиметров. Стало лучше, меньше нагрузка на руки, и руки не болят. Вначале болели, потому что было очень низко. Можете ездить так, как есть, но это действительно то, что может практически сделать каждый. Проводов хватает, всего хватает. Нужно просто открутить пару болтов, и все это будет гораздо лучше. Весит 18 килограмм. По-моему, для электрического велика это совсем немного. Тут есть специальная удобная ручка, которую вы можете его поднять, и все, и понесли. На самом деле я живу на первом этаже и ношу его постоянно и вполне удобно. Если вы хотите загрузить его в машину или в какой-то транспорт, он легко складывается. Здесь есть фиксатор, руль тоже у нас складывается, уходит вниз. Хопа, хопа, все, мы его взяли, мы красавчики, мы пошли с велосипедом куда нам надо, или закинули в тачку. Девушке, может, конечно, будет тяжеловато, но в принципе его не обязательно носить, это как бы опция, скажем так. Вот. Складывается в обратном порядке. Поднимаем руль. Защелка. Фиксатор. Еще один фиксатор. Зажали. Можно ехать. Так что, ребятки, очень прикольный велосипед. На руле у нас есть кнопка включения. Я ее поднял так, чтобы было видно, включен велосипед или нет. Ручка, звонок, фиксатор руля. Можно изменить положение. Ручка тормоза заднего, ручка тормоза переднего. Здесь у нас 4 деления батареи, круиз-контроль, выключу, и монетка газа, потому что если сразу нажать, велик уедет. Тут у нас ручка газа, не буду нажимать, ладно, нажму, что там, и поехал. Вот так вот. Возле педали находится датчик ассистента, мы просто на него садимся, либо крутим газ, либо начинаем крутить педали, и велик подхватывает мотором. Покажу, как он складывается с этой стороны. Здесь я убираю фиксатор, складываю, руль вниз, и все, и готово. Можно опустить руль и понесли его куда вам нужно. А потом обратно. То же самое. Поднимаем руль, защелка, и фиксатор тут небольшой, и мы можем снова ехать. Пока что все это живет. Нормально. У велика дисковые тормоза спереди и сзади. Здесь 14-дюймовые. Мотор-колесо 250 Вт, батарея 10 ампер. Спереди имеется фонарь, который включается просто с кнопки на руле. Есть здесь фонарик. Конечно, он такой посредственный, больше, чтобы обозначить вас в темноте. Но, тем не менее, он светит, и на том спасибо. Сзади идет в наборе просто на батарее лампочка велосипедная обычная. Можно ее включить, выключить. Ну и эта же кнопка служит круиз-контролем. Две ручки тормоза, газ, включение, звоночек, круиз-контроль. Вот, в принципе, все, что у вас есть. А вот так велик выглядит сблизи. Тут у нас передние дисковые тормоза, задние дисковые тормоза. Подножка складывается достаточно легко. Также легко можно разложить. Сзади дисковые тормоза, мотор-колесо 250 Вт, подножка. Дальше находится тут у нас гнездо зарядки, которое открывается и заряжается. Тут у нас находится контроллер с батареей, педали, датчик ассистента, провода, передний тормозной диск, механизм складывания, фонарь, который можно включить здесь на руле при помощи круиз-контроля. Вот, все, загорелся. Вот здесь у нас механизм складывания. У него тут находится фиксатор. Ну и после этого руль просто складывается одним простым движением в обратную сторону. Вот. И обратно. Максимально просто, но удобно. Все.
Сидушки из пружины. Она выполнена из мягкого материала, достаточно комфортная. Идет лампочка габарита заднего на своей батарейке. Ну что, погнали тестить. Воу!